Всем привет, меня зовут Александр, и сегодня на моем канале мы распакуем 1, 2, 3, 4, 5, 6 пакетов. Погнали! Достаточно увесистый белый пакет, здесь указан 371 грамм, отвертки, набор 45 в одном, отвертка с магнитными битами, с оплачиваемой доставкой стоила $12.79. Запечатан в пупырку, раз, пупырка вторая. Набор под брендом Элика упакован в вот такую коробочку. Прецессионные отвертки 45 в одном. Весь набор представлен на обратной стороне в таблице. Также он есть на сайте с данным товаром. Сделано в Китае. Все штрих-коды, QR-коды и габариты 162 на 34 на 113 миллиметров. Запечатан вот еще в пленку. В картонной коробке был только набор и вот такой сертификат изготовления ноябрь 2019 года. Футляр имеет прозрачную пластиковую крышку, сам футляр также пластиковый. На тыльной стороне имеется 4 резиновых упора, вот такой вот хлястик пластиковый для подвешивания. И также здесь представлена таблица со списком бит, которые имеются в наборе. Данный набор предназначен для ремонта различных гаджетов. Крышка автоматически открывается при нажатии на кнопку, при этом биты занимают вертикальное положение. Когда крышка закрыта, биты фиксируются специальными пластиковыми упорами на крышке, поэтому при переворачивании они не выскакивают из своих позиций. У меня лот под номером 9002, предлагается два варианта наборов по одной цене, отличие только в комплектации. У меня набор без пинцета, но с двумя удлинителями. Гибкий удлинитель длиной 130 мм и жестким длиной 108 мм. В комплекте также отвертка с пластиковой ручкой и есть такой упор под палец для вращения. В ручке есть специальные отверстия, если винт невозможно открутить, используем длинный удлинитель металлический, вставляем его сюда и как рычагом тогда прокручиваем. Сама цанга у нас металлическая, так она не откручивающаяся, она магнитная. Держится очень крепко. Заявлено, что биты изготовлены из стали с твердостью по шкале Роквелла 50-52 единицы. Всего 36 бит для винтов. Присутствует также торкс с отверстиями. И 6 бит для болтов и гаек. Магазин позиционирует этот набор для ремонта смартфонов, компьютеров, различных игровых приставок, фотоаппаратов. Тогда непонятно, для чего эти удлинители. Да, видно, китайскую мудрость мне не постичь. Существенный недостаток: если вы хотите открутить винт, который посажен глубоко, вы этим не сможете, потому что здесь максимальная высота, тут миллиметров 8, наверное. Что-то глубже уже не отвинтите. Ну а в принципе набор так неплохой, только непонятен, еще раз повторюсь, смысл вот этих вот удлинителей. Где можно так в компьютере или фотоаппарате подлезть. Ну, дошел, как видите, в целости и сохранности. Коробка целая, ничего не сломали. Ссылка в описании. За $2 приобрел на Алиэкспресс лот, включающий в себя 10 карманных линз. Небольшой пакетик отправили из Латвии в Беларусь. Оценили в 37 центов. Можно приобрести одну линзу, можно приобрести лот из 10 линз. Да, они еще каждый в своей упаковке. Очень удобно. Их удобство в том, что они в размер кредитной карты. Можно носить в бумажнике, и они всегда под рукой. Текст очень мелкого шрифта на упаковке с продуктами питания теперь легко прочитать в магазине. Вот таким вот образом. Она такая тонкая, как карточка, обеспечивает всего лишь трехкратное увеличение, но для этих целей ее вполне достаточно. Я взял 10 штук, чтобы подарить своим родным, друзьям, например, на Новый год. Полезная такая мелочь из магазина на Алиэкспресс, товары для дома. Ссылка в описании. Оценили в $1,9, доставляли за 19 дней из Латвии в Беларусь. И здесь у нас находится кабель FLAV.me. Вот такой бренд FLAV.me, который я приобрел на Алиэкспресс за $2.79. Этот кабель аналогичен кабелю Cellbro, о котором я рассказывал не так давно на моем канале. Тот стоил чуть дороже,
там $3. Данный кабель предназначен для питания устройств и синхронизации данных с компьютером. Все коннекторы металлические, вообще один в один с Cellbro. Единственное, что здесь нету логотип, нигде не указан. И точно так же покрыт желтым металлом каждый коннектор. Абсолютно так же возле коннектора microUSB держится вот такой переходник на Type-C. Кабель идентичный, возможно, даже изготавливается на одном предприятии один в один. Данный кабель в сжатом состоянии аналогично сантиметров 40, растягивается сантиметров до 90, может даже метр. Да, метр есть. Пружина достаточно аналогично, все аналогично. И кабель даже толщины такой же. Что Cellbro, что Flavme, все одинаково. Единственное, что это дешевле. Но я сейчас его, конечно, все равно протестирую, чтобы выявить из двух кабелей наиболее качественный. Для теста кабеля аналогично возьму зарядное устройство с поддержкой Quick Charge 3.0 в том числе. Проверим сначала, какой ток пропускает кабель через себя. По умолчанию 2,1 ампера, при этом напряжение у нас 5,4 вольта. Теперь подключаю все это через кабель, через Type-C. Ток тот же 2,1 ампера, напряжение при этом просело до 4,9 вольта. То есть аналогично и Cellbro, полвольта падает на этом кабеле. Так, и проверю поддержку быстрой зарядки. Порт быстрой зарядки, выставляем ток 1,5 ампера. Ну и по трем светящимся светодиодам делаем вывод, что есть поддержка всех типов быстрой зарядки. И в реальных условиях проверю, какой ток идет при зарядке через этот кабель на смартфон. Напряжение 7,68, 69 даже при токе 1,42. Так, купил для пробы набор электронных элементов для пайки и сборки будильника в корпусе. Отдал аж $17.17. Есть значительно дешевле такие наборы, но они без элементов для сборки корпуса. Оставлю ссылку на дешевый вариант. Давайте посмотрим. Все печатано хорошо. Вот так все упаковано, все сложено, спрессовано. В комплекте присутствуют элементы корпуса, винты с гайками. Элементы корпуса изготовлены из прозрачного акрила. Каждая деталька сейчас покрыта такой транспортировочной пленкой. Размер элемента корпуса 90 на 90. И электронные элементы. Вот такой весь комплект. В комплекте печатная плата, напоминающая своими контурами классический будильник. Светодиодный четырехразрядный индикатор. Вот такая кучка светодиодов, цвет которых в разных лотах меняется. И вот такой контроллер с панелькой под него. Имеется такая бумажка со ссылкой в помощь для сборки этого будильника. И в комплекте кабель USB, мини-USB длиной полметра. Соберу, если все получится, похвастаюсь видео на своем канале, поэтому подписываемся. Погнали дальше. Так, далее вот такой пакетик под брендом ТОПК. Это еще один китайский бренд, автомобильное зарядное устройство. Приобрел за $3.49 в официальном магазине. На моем канале уже есть видео с обзором и тестами такого же зарядного устройства под брендом Ugreen, которое стоило на $0,5 дороже. Вот сейчас нашел подешевле. Упаковка аналогичная, просто zip-замочек. И такое вот металлическое зарядное устройство. Подпружиненные контакты. Здесь два USB порта, верхний с поддержкой USB 3.0, нижний с поддержкой тока 2,4 ампера. Какие-то параметры его здесь не указаны. Будем тестировать и смотреть, выбирать лучшее. Единственное, что здесь указана, наверное, модель G207Q. Подал напряжение 12 вольт, ток 5 ампер. 3,16 ампера, напряжение просело до 4,8 вольта. Отличная зарядка. Так, еще быструю зарядку проверю. Поскольку источник внешнего напряжения у меня только 12 вольт, поэтому Quick Charge 2.0 без поддержки. Так, и последний пакет на сегодня, это в кучу к инструментам. Здесь находится такой фиксатор для шестигранных бит. Приобрел за $3.88. Скорее всего, это я так покупал, потому что лишние деньги были, да. Обычный металлический, можно было купить и в своем городе.
Доставили аж через 103 дня. Понятно, что деньги я уже вернул. В общем, это бесплатно. В данном магазине сейчас существует уже 2 лота. Серебристый и черный цвет. Раньше был только вот такой серебристый, металлический, под углом. Заявлено 105 градусов. Ну и так, есть вот шуруповерт, бита. Зажимается стандартно. Бита просто плотно так насаживается. Она не магнитная. Как-то просто держится и все. И в принципе вращается, да. Вот такое вот передаточное колено из металла. И это все товары на сегодня, ссылки на которые вы найдете в описании этого видеоролика. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео. И встретимся снова здесь. Пока. Увидимся.